С вами школа маникюра просто, меня зовут Эльвира, и в данном видеоуроке мы с вами нарисуем реалистичные животные принты. Учитывая, что в этом году, впрочем, как и в несколько предыдущих лет, данные принты являются трендом, то почему бы не изобразить их на ногтях? И начнем мы с леопарда. Для начала подготовим фон. В моем случае это молочный такой желтый фон, но вы можете взять бежевый, коричневый, просто базовое какое-то нюдовое покрытие. Также нам понадобится на палитру нанести черный и 2 коричневых лака, посветлее и потемнее. Тонкая кисть, и этой тонкой кистью на просушенную подложку мы начинаем неаккуратные ставить такие пятна, где-то крупнее, где-то наоборот поменьше. Просушиваем, берем черный гель-лак и обратите внимание, не аккуратно, не равномерно, а как будто бы трясущейся рукой мы просто очерчиваем вот эти наши коричневые пятна. Кстати, коричневые пятна, они, как вы, может быть, успели заметить, может быть, не успели, они где-то темнее, где-то светлее, то есть я их делала смесью коричневых двух вот этих светлее и темнее, так, чтобы они реально смотрелись не все одинакового цвета. Здесь вот камера не очень это передает, но вживую это заметно, и это тоже добавляет реалистичности в общую картину. Все пятнышки мы вот так вот обводим трясущейся рукой, доставляем просто черные пятна, тоже неравномерные, в промежутке между коричневыми пятнами. И, в принципе, наш дизайн готов, то есть стараться как-то выводить какую-то где-то симметрию здесь не нужно. Также пятна вы некоторые обводите полностью, а некоторые не полностью. Вот таким образом, чтобы был где-то просвет. Сушим, перекрываем топом, и, собственно, вот он наш леопард. Также можно в леопард где-то добавить блестки, и уже будет смотреться несколько иначе, да, в зависимости от стиля, под который вы хотите этот леопард сделать. Ну а мы переходим к следующему принту, и этот принт у нас будет коровий принт. Да-да, не удивляйтесь, он тоже сейчас в тренде, кстати, тоже не первый сезон. Для этого нам понадобится белый гель-лак, просушиваем его, и на белый гель-лак начинаем наносить такие пятна. Обратите внимание, они прям фигурные, они не очень близко друг к другу расположены. Здесь я наношу их коричневым гель-лаком, также можно делать это рыжим гель-лаком, либо серым гель-лаком. Ну, в принципе, какие у нас коровы бывают, таким, наверное, и можно наносить, но чаще всего это вот такой коричневый цвет. Все, собственно, принт готов. Перекрываем это все топом, сушим, и готово. Кстати, в конце видео я приложу дизайны, в которых можно все эти принты реализовывать, поэтому смотрите до конца. Далее у нас будет принт зебра. Он достаточно для меня простой, но я знаю, что у некоторых девчонок получаются не зебра, а скорее просто какие-то полоски. Вот, я покажу все-таки, как делать зебру. Для этого, смотрите, на просушенную подложку из белого цвета черным гель-лаком вы рисуете не сильно волнистые, неровные линии. Они где-то обрываются на середине в тонкий кончик, где-то они сначала идут сдвоенные, потом они уходят обе в одну линию, и эта линия заканчивается. Либо эта линия вся идет полностью на всю типсу, и там в середине она раздваивается. То есть это вот такие неоднообразные волнистые линии, просто без перехода в другую линию, не заканчивающиеся на середине типса или там где-то сбоку типса, а это именно вот такие вот не одинаковые линии, не одинаковой толщины. Вот таким вот образом. Все, собственно, сушим, перекрываем это все топом, и дизайн готов. Вообще минималистичные принты, они супер простые, как по мне, и они очень стильно смотрятся. Вот такая прикольная зебра. Следующий принт — это принт тигр. Ну, казалось бы, тигр и зебра, какая там разница, просто одно наносится на оранжевый цвет, второе на белый. Но не совсем так. Я здесь еще решила поэкспериментировать с фоном, сделала такой переход от желтой середины к оранжевым бокам. Ну, собственно, чтобы было более тигрино, скажем так.
Все просушиваем это, и обратите внимание, в чем отличие от зебры. В принципе, мне кажется, если вы как зебру нарисуете, ну, не будет это, ну, никто не поймет, что что-то это не тигр, да, но я все равно рисую несколько иначе этот принт. Сложно это объяснить словами, смотрите внимательно видео, здесь идут более толстые, более короткие, прерывистые вот такие линии, они неровные, они тоже немножко с такой волной, но не сильно, и они тоже, видите, не... Эта волнистость, она сверху и снизу разная, вот обратите внимание. Здесь нету прям от одной границы типса до другой границы таких прям четких линий. Здесь они скорее такими отрезками. Ну, хотя, повторюсь, если вы сделаете как зебровый принт, то же самое с тигровым, ну, я думаю, что никто особой разницы не заметит. Ну, для меня она есть, поэтому я вот делаю таким образом. Тоже прикольно смотрится. Пару раз я делала такой дизайн девчонкам. Просушиваем, перекрываем топом. Собственно, ничего нового. Наш дизайн готов. Вот, можно делать просто на оранжевый, можно на желтый. Смотрится прикольно. Далее этот принт у нас будет жирафий принт. Вот, здесь он чем-то похож на коровий, но здесь такие пятнышки, они с переходом от мелких к крупным, и они более такие геометричные, что ли. Если в коровьем принте они прям такие с волной, да, здесь они более с такими углами, что ли, их больше, они близко друг к другу расположены и повторяют частично, как это сказать, грани других близлежащих пятен, да, не знаю, как еще это словами объяснить, но вот на видео, я думаю, понятно, о чем я говорю, вот. Рисуем эти пятна основные темно-коричневым цветом, просушиваем и в серединку неаккуратно и не прям дублируя само пятно, более светло-коричневым просто высветляем серединки у каждого пятнышка. Это более реалистичный принт делает. Все, просушиваем, перекрываем топом, и наш дизайн готов. Вот такой вот у нас получился жирафик. Ну а теперь, как и обещала, я покажу, как можно стилизовать данные принты на ногтях на примере работ из интернета. Кстати, для тех, кто не в курсе, есть прекрасный ресурс, где можно черпать вдохновение. Я знаю, что многие новички не в курсе почему-то про этот сайт. Сайт называется Pinterest, и там просто огромное количество маникюров, да и не только маникюров. Там по любой тематике можно найти картинки. В общем, идей там просто море, всем рекомендую пользоваться. Ну, просто кладезь.